Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим вкусную и очень быструю пиццу без замеса руками. Такую пиццу практически не отличить от классической, но к тесту мы даже не прикоснемся. И на вкус она превзойдет все ваши ожидания. И уверяю, вкус вы запомните надолго. Мягкое пористое тесто с пышными бортиками и хрустящей корочкой. Ну и конечно же вкуснейшая начинка. Всего за 3 минуты замешивается тесто. И пока разогреется духовка, пицца будет готова к выпечке. Очень вкусно. Это прям... Итак, начнем приготовление. В миску вливаем 2 стакана теплой воды. Не горячее 40 градусов. Будем готовить 2 пиццы среднего размера, поэтому 2 стакана. Это 400 мл. Если одну пиццу, то 1 стакан воды. Добавляем сухие быстродействующие дрожжи, 2 чайных ложки. Это 8 граммов. Если будете использовать живые, тогда 24 грамма. Такие 2 чайных ложки с горочкой получается. Пол чайной ложки соли. У меня морская, пищевая, но можно и обычную. И добавляем 2 столовых ложки, желательно оливкового, либо у меня обычное подсолнечное масло. 1, 2. Все перемешиваем. И дальше всыпаем муку. Муки у меня 2 стакана 200 граммовых, это 400 граммов. Просеиваем в тесто порционно и будем вымешивать либо ложкой, либо лопаткой, вилкой, чем удобно. Либо вот такими вот крюками, ручным миксером. Это, конечно же, удобнее. И вымешиваем. Муку добавляйте постепенно. Только вмешали одну порцию, добавляем следующую. И так я добавляю в 3-4 этапа. Так она хорошенько и равномерно вмешается в тесто. Добавили всю муку, смотрим на консистенцию теста. Она должна быть немного гуще, чем на оладьи, такая тягучая, но мы еще его не вымешали. Если видите, что тесто еще жидковатое, можете подсыпать еще 50 граммов муки. В среднем 400-450 граммов муки уходит на такое количество воды. И вымешиваем дальше крюками, ложкой, лопаткой, чем угодно. Главное, чтобы консистенция стала такой однородной. Буквально 1-2 минуты крюками до однородного состояния. Все, вымешали до 2 минут, не больше. Тесто должно получиться гуще, чем на оладьи. Вот такое вот тягучее. Смотрите, вот такое вот тесто. Вот тогда будет у нас идеальная консистенция. И дальше сразу распределяем по формам. Я буду одну делать в противне, а вторую вот в таком вот круглом. Самое главное, тесто, как только замесили, сразу же его нужно распределить по формам. Иначе, если оно подойдет, тогда будет вам просто сложнее его распределить. Формы смазываем растительным маслом, чтобы не прилипла пицца. Можете застелить пергаментом. И второй точно так же. Выливаем тесто в форму. В одну чуть меньше, а в другую побольше. А вторую часть в большой противень. Я буквально чуть-чуть оставила тесто, чтобы помыть противень, и уже оно сразу, видите, как начало подходить, уже такое тягучее. Поэтому сразу же подготовьте противень, в каком будете распределять, иначе, видите, оно вот так вот подойдет, и немножечко будет сложновато распределить его. Ну ничего, сейчас все распределим. И распределяем по противню. Распределяйте либо тоньше слоем, либо толще, но учитывайте, что тесто увеличится в 1,5-2 раза. Можно более тонкую основу сделать, либо более пышную. Я сделаю такую ближе к пышной, среднюю. Все, пиццу распределили. И дальше сразу же накладываем соус и начинку. Соус сделаем максимально быстрый. У меня уже вот такой вот готовый. Можно использовать и кетчуп, но, конечно же, лучше, если вы приготовите. Я вам добавлю ссылочку на вкусный соус для пиццы, если у вас есть время и желание его приготовить. Добавляем несколько столовых ложек готового соуса. Для пикантности натираю туда зубчик чеснока. И добавляем любые сухие травы, можно итальянские. Я добавлю базилик сушеный. Чайную ложку. Все перемешиваем, и соус готов. И смазываем основу для пиццы. По несколько столовых ложек на пиццу.
Под видео напишу точный размер форм, в которых делаем эти пиццы. Для начинки будем использовать балык, любое мясо, либо колбасу. Нарезаем тонкими пластинками. У нас еще грибы есть. Будем грибы добавлять? Да, грибы обязательно. Хорошо. Это же итальянская пицца. Да. Это быстрая пицца. В форе долго готовят. Вот мы сделаем сами быстренько, да? Быстро готовят иногда. А иногда Медленно. моцареллу нарезаем маленькими кубиками, чтобы она была равномерно распределена по пицце. Но можно и порвать ломтиками ее. Такая вот. И сыр твердый у меня гауда, либо гауда, я не знаю, как правильно, натираем на крупной терке. Ну, можно любой абсолютно. Можно даже самый, в принципе, дешевый сыр взять. Главное, не сырный продукт. И еще можно добавить грибы и маслины. Это по желанию. И добавляем начинку. Сначала мясо, либо колбаску. Дальше добавляем тонюсенькие слайсы грибов, чтобы они успели приготовиться за 10-15 минут. И добавляем маслинки. В конце добавляем кусочки моцареллы. Можно просто твердый сыр. И сверху присыпаем твердым сыром. Когда добавили всю начинку, тогда накрываем пиццу пищевой пленкой либо полотенечком и оставляем на минут 20, пока разогреется духовка. Но так как мы накладывали долго начинку, пицца уже подошла. Смотрите, уже видно, как она подошла. Просто разогреваем сразу духовку и ставим выпекаться. Духовку нужно разогреть на 250 градусов. Прошло еще 10 минут. 15 минут мы накладывали начинку, пицца немножечко подошла. И еще через 10 минут, пока разогревалась духовка, вот смотрите, пицца вообще прям подошла, уже прям пышные борты стали. Нужно выпекать. Ставим выпекаться на, я вам точно скажу, сколько будет запекаться. Но все зависит от толщины вашей основы. Чем толще, тем больше времени. Поэтому ориентируйтесь, конечно, уже по пицце. Так, за 7 минут пицца была уже готова. Посмотрите, как она зарумянилась, но я включала конвекцию. Без конвекции это будет минут 10. И сразу же ставим вторую. Вторая пицца готова. Посмотрите, какая она аппетитная. Пока еще теплая, нарезаем на порционные кусочки. Ну что, пицца готова, давайте будем пробовать. Это очень быстрый рецепт, и тесто вот настолько классное получается, что его практически не отличить от настоящего раскатанного, сделано с замесом. Тесто, которое готовится там, конечно же, значительно дольше, то это супер рецепт. Недооцененный, кстати, рецепт такой пиццы. Ну что, пробуем. Это самая вкусная пицца в мире. Угу. Тесто пышное. Угу, получилось в этот раз пышное. Чем дольше подержите пиццу, как бы уже с начинкой, тем больше она будет такая пористая, пышнее. Но я не советую дольше 20 минут ей оставаться подходить, потому что она будет слишком пористой и взрыхленной, если вы дадите ей перестоять. Ну, очень вкусно. Это прям... Сейчас я доем кусочек. Остановиться невозможно. А бортики какие? Бортики еще надо постараться сделать с обычного теста, да, вот такие вот просто пористые, с корочкой, вообще
Знаете, я бы назвала эту пиццу 1000 пузырьков. Вот это вот идеально. Так, ну что сказать. Пицца очень вкусная. Мы ее готовим уже, наверное, раз 5. Потому что, так бывает, забываем рецепт, снова возвращаемся к нему. Но вот когда нужно быстро приготовить и вкусно, но не хочется возиться с тестом, раскатывать, мука, все это в муке, то вот этот рецепт это просто супер быстро и без потери вот этого вкусового качества настоящей пиццы. Теперь про само тесто. Тесто, как я уже сказала, просто 1000 пузырьков. Очень вкусное, очень мягенькое. Можно сделать все-таки тонко. Я пробовала. Можно пышно. Но в основном, если вот не стараться, то в основном просто пышное получается. Потому что тонко распределить это тесто, нужно его жиже немножечко делать. Тогда можно тоненько его сделать. И начинка здесь абсолютно может быть любая. Даже овощную сделать, как фокаччу. Сочная. Я еще добавила бы лука. Перед колбаской нарежьте просто сырого обычного репчатого лука, и будет супер сочно. Вот просто у нас ребенок лук не особо любит, поэтому мы лук не добавляем, да. Но это придаст еще более сочность. В любую пиццу лайфхак такой, вот лучка добавьте, будет очень вкусно. Быстрота приготовления, замесить тесто, на все ушло у меня 2-3 минуты. Дальше, пока начинку мы туда выложили, пока оно подошло, разогревалась духовка, в целом 20 минут и пицца, ну и плюс время на выпечку, там еще 10 минут. Очень быстро, максимально вкусно, я рекомендую. Это мой любимый рецепт. Кстати, я уже снимала его на канал, но когда я только начинала канал, этот рецепт я позаимствовала на американском сайте. Я была очень скептически настроена перед тем, как его приготовить, но когда я приготовила, это прям в самое сердечко. Очень вкусно, поэтому я вам рекомендую. Обязательно попробуйте, жду ваши фотоотзывы, мой телеграм-канал обязательно. Кстати, добавляйтесь в мой телеграм-канал, там очень много фотографий от моих зрителей, которые приготовили по моим рецептам. Мне очень приятно видеть ваши фотографии искренне. Ну и, конечно же, теплое, душевное общение в более таком узком кругу. Там я могу максимально быстро вам ответить на ваши сообщения либо вопросы. Так что добавляйтесь и будем общаться и там чаще видеться. Всем огромное спасибо за внимание. Ставьте Лайки. лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока! Пока!